Okay, we're ready for chapter 7. Готовы ли вы к 7 главе? And chapter 7 is the interlude. В главе 7 мы видим как раз-таки вот такую вставку. It is the comma in between number 6 and number 7. Это такая своего рода запятая между 6 и 7 печатью. Because we are going to see the seventh seal that gets opened in the first part of chapter 8. И мы увидим, как 7 печать откроется в начале 8 главы. But first we have some very important things to look at here in chapter 7. Но вначале весьма важные вещи нам нужно тут увидеть в 7 главе. And I think God does this to draw our attention to these things. И я думаю, что Бог сделал такую структуру с целью привлечь наше внимание к этим вопросам. See, we have seal, seal, seal. We're going through the pattern. То есть вот у нас печати, печати, печати. Мы идем, такая уже закономерность наклевывается. And so we're ready for that seventh И мы seal. уже готовы. Где же эта 7 печать? Сейчас она как грохнет. But we have to wait while He shows us something else. И надо подождать, пока Бог покажет нам что-то другое. Okay? And so in this interlude, we're going to learn about the 144,000. И вот в этой вставке мы узнаем с вами про 144 тысячи. Have you ever met any Jehovah's Witnesses? Вы встречали кого-то из свидетелей Иеговы когда-то? They are some very confused people. Они очень такие сбитые с толку, запутанные люди, очень мутные. And they have some very bad theology. И у них очень плохое богословие также. I don't think any of them are truly saved. Я не верю, что кто-либо из них по-настоящему спасен. And if you ask any of them if they're part of the 144,000, they will say, oh no. И если вы спросите их, а кто-либо из них является вот частью 144 тысяч, они вам скажут, да нет, нет, конечно. They would not presume to have earned or deserved such blessings. Они даже и думать о себе не могут такого, что заслужили подобное благословение. They're very legalistic and works-based. Они очень склонны к законничеству на основании дел. And the ones I've met anyway don't feel like they're worthy to attain to these 144,000. И те, с кем я встречался, они даже и помыслить о себе такого не могли, чтобы оказаться в числе вот этих вот 144 тысяч. So we're going to study this chapter in a proper hermeneutic. Но мы исследуем эту главу, и мы применим правильную герменевтику. So we won't be confused by the Watchtower Tract Society. И нас уже не будут сбивать с толку эти брошюрки сторожевой башни. Okay, so it says in chapter 7, verse 1, after this. В главе 7, 1 стихе сказано «И после сего». So we have the passing of time. То есть мы видим, проходит какое-то время. We have a sequence of things. То есть была целая серия, последовательность событий. And then before the seventh seal, we have other events that are happening. И перед 7 печатью происходят еще какие-то другие события. And it involves angels again. И снова в этом участвуют ангелы. These are 4 mighty angels in the 4 corners of the earth. 4 могущественных ангела на 4 углах земли. And they're holding back a worldwide judgment until God's faithful remnant can be sealed. И они удерживают Божий праведный суд до тех пор, пока Божий остаток не будет запечатлен. So some people make this right at the middle of the tribulation. И некоторые люди считают, что эти события происходят как раз где-то в середине скорби. That this is the final grace at the end of the first 3.5 years. Что вот это такая последняя благодать в конце вот первой половины, первых 3,5 лет. That as soon as these 144,000 are sealed, then God can increase the wrath for the second half. И что после того, как вот эти 144 тысячи будут запечатлены, тогда Бог может включить, так сказать, уже третью передачу и усилить гнев. But other people say, well, no, we still think it's kind of early. Но некоторые люди думают, не, подождите, по-моему, это, наверное, это все еще рано. And they would delay the second half of the tribulation until the seventh trumpet for the 7 bowls. И многие люди откладывают вторую половину скорби до second trumpet, yeah? The seventh trumpet. До 7 труб. Они считают, что на 7 трубе, на 7 трубах начнется вторая половина. There's also people that put all the seals, trumpets, and bowls in the second half. А есть люди, которые считают, что и печати, и трубы, и чаши, все это вторая половина. So it depends on who you're reading, and we're just going to take it slowly and make our own observations. Поэтому тут уже зависит от того, чьи комментарии вы читаете. Мы постараемся медленно с вами изучать и наблюдать сами для себя.
And so these angels are told to hold back the wind. И вот этим ангелам повелено удерживать 4 ветра земли. 4 angels are holding 4 winds. 4 ангела держат 4 ветра земли. And they're holding them back so that there's no turmoil on the earth. И они их как бы таким образом удерживают, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море. Ну, чтобы не было никакого хаоса и беспорядка на земле. No wind on the earth, the sea, or the trees. Чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Then another angel arises with a seal. И вот восходит другой ангел, имеющий печать. Now this is the actual device that makes the seal on different things. Ну, печать это вот, собственно, ну как печатка, да, вот реально вот такая вот штука, да, которую вы держите в руке и которую ставите там штемпель на разных вещах. And the same word is used for the tool or for the result. И, ну, как в английском, так и в русском языке. Слово «печать» может обозначать как, собственно, оттиск, да, результат, так и инструмент, штемпель. Да? But this is the tool that the angel is carrying. Но в руке ангела штемпель, да, собственно, инструмент для нанесения оттиска. And so he says, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads. И вот этот ангел говорит другим 4, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. And so now the angel's going to go around and stamp the foreheads of those that are protected. И вот теперь уже ангелы пойдут, возьмутся за дело и начнут проштамповывать вот на челах, на лбах вот этих 144 тысяч. And the number here is exactly 144,000. Да, и число здесь именно точное, 144 тысячи. It's a very precise number. Очень точное число. It's an exact number. Совершенно вот именно 144 тысячи и ни одним больше. And it is designated as being 12,000 from 12 different tribes. И оно таким образом задумано, что это будет по 12 тысяч из 12 колен. So 12,000 from Judah, 12,000 from Reuben. 12 тысяч из Иудина колена, 12 из Рувимова и далее. And these tribes are listed and they're counted 12,000 per tribe. И эти колена исчислены, и они вот из них, из каждого отсчитано 12 тысяч. Now we like to use a literal hermeneutic. И нам с вами нравится использовать буквальное толкование. And we believe that the numbers are there for a reason. И мы верим, что эти числа здесь по какой-то причине. We reject the bad theology that says, well, this is just a big round number. И мы отвергаем плохое богословие, которое говорит, ну, это просто такие большие масштабные числа, вот такой символ крупных чисел. There are some liberal theologies that ignore all this and say, it's just a big round number, don't worry about it. И есть просто либеральные богословы, которые говорят, ай, все это такое, просто большое число и достаточно. But if you look in verse 9, Но если вы смотрите на 9 стих, right here in the same context, в том же самом контексте, we have a verse that mentions an indefinite number. то вот здесь уже в 9 стихе упомянуто как раз-таки такое неопределенное число. It says there's a great multitude which no one could count. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. From every nation and all tribes and peoples and tongues. Из всех племен и колен, и народов, и языков. So in this chapter, John writes this, he is able to describe something that's indefinite. И вот в этой главе мы видим, что Иоанн-то на самом деле в состоянии описать некое неопределенное количество людей. But he's doing something different with 144,000. Но с этими 144 тысячами он делает нечто совершенно другое. Clearly, he's giving us something that's very definite. Он совершенно ясно, черным по белому дает нам некие весьма определенные данные. And very specific. Очень точные числа. There's 12,000 from each of these tribes. 12 тысяч из каждого из 12 колен. Okay, so in your notes I have points of study here under point 3. В ваших заметках я тут в пункте 3 некоторые исследования данные поместил.
And these are Jewish believers that are being marked out for preservation. И все 144 тысячи это еврейские верующие, которые были особым образом запечатлены для их сохранения. And they're going to be specifically protected from the wrath that's on the way. И они будут особым образом защищены от грядущего гнева. 12,000 from 12 tribes. 12 тысяч, по 12 тысяч из 12 колен. Except that you'll notice in point B that the tribe of Dan is missing. Затем лишь исключением, что вот в пункте Б вы видите, пропало куда-то колено Дана. I point this out because someone might have noticed it already. Я это уже пометил, и может кто-то уже заметил это. When you look at this list from verse 5 to verse 8, если вы смотрите на этот список в стихах с 5 по 8, you'll see Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Вы видите, да, Иуда, Рувим, Гад, Ассир, Нефалим, Манассия, Симеон, Левий, Исахар, Завулон, Иосиф, Вениамин. Remember, Jacob had 12 sons. Помните, у Иакова было 12 сыновей. But usually Levi is taken out of that list. Но обычно Левия из списка колен Израилевых как бы выбрасывают. Levi kind of becomes a 13th tribe, an extra name. Левии и левиты стали как бы уже 13-м дополнительным коленом. Because Joseph is given 2 tribes. Поскольку Иосифу было дано 2 колена. Joseph's sons are Manasseh and Ephraim. Сыновья Иосифа это Ефрем и Манассия. And so Manasseh and Ephraim are usually considered equal to their uncles. И Ефрем и Манассия считаются их колено как бы равными, ну, своим, так сказать, дядям, да? And so even though Joseph becomes 2, the number stays 12 because usually Levi is not counted. И потому, хотя как бы колен стало, то есть из-за Иосифа было 2 колена, но число все равно оставалось 12, потому что левитов не считали за колено. It's still counted as the 12 tribes of Israel. Все равно их как бы все это называли 12 колен Израиля. Levi does not have a land grant. У левитов не было своей земли, своих наделов. Instead, he has designated cities throughout all 12 of the other tribes. Вместо этого у них были особым образом определенные города в землях каждого из колен. But here in this list, you'll notice Levi is mentioned in verse 7. Но в этом отрывке вы видите, что колено Левина упомянуто в 7 стихе. Manasseh is mentioned in verse 6. Манассия упомянут в 6 стихе. And Joseph is mentioned in verse 8 instead of Ephraim. И Иосиф упомянут в 8 стихе вместо Ефрема. It is unusual for Joseph to be named as Joseph instead of Manasseh and Ephraim. Очень необычно для Иосифа быть упомянутым вот именно как Иосиф, в списке колен, а не как там Ефрем и Манассия. But we do see the name of Manasseh and we do see the name of Joseph. Но мы видим имя Манассии, мы видим имя Иосифа. And we are totally missing the name of Dan. А имя Дана вообще куда-то потерялось. So, sorry, Dan. Извини, Дэн. Okay. Дан, извини, Too Дан. bad for you. Не повезло тебе. Нас может быть всего 12. The most recent pastor that we ordained at Ostababa Church is Pastor Dan. Самый вот последний из пасторов, кого мы рукоположили в Библейской церкви Остина, это вот как раз пастор Дэн, или Дан, или Дэн. And so I tease him a lot. Поэтому я его часто подкалываю. Because he's missing from this list. Я говорю, знаешь, Дэн, тебя там в списке нет 44 тысяч, 144. But actually his real name is Daniel, so that's okay. Но вообще-то его настоящее имя Даниил, поэтому, в принципе, тогда все А нормально. Боба вообще нет в Библии. So, but there is not even one Bob in the Bible. I know, there's no Bob in the Bible. Да, в Библии бобов вообще I нет. keep looking though. Я ищу, тем не менее. I think I found one. Мне кажется, я одного нашел. And so I'll share that with you on Friday before I leave. Поделюсь об этом с вами, этим откровением, в пятницу до своего отъезда. Хорошо. Okay? But Dan is missing from this list. Но Дана точно в этом списке нет. And there are frequent commentaries that discuss this. Есть очень такие распространенные комментарии, которые это дело пытаются объяснить.
We do know that Dan has a future because in the millennium he will have a land grant. Мы знаем, что у Дана есть будущее, поскольку в будущем тысячелетнем царстве ему там как бы предназначен надел земли. You can read his land grant and the territory that's described in Ezekiel chapter 48. То есть в Иезекииле 48 главе упомянут колено Дана и предназначенная им территория. So he does have a land grant in the millennium. То есть у них в тысячелетнем царстве будет какой-то надельчик. But he does not have grace protection in the tribulation. Но у этого колена не будет такой особой защитной благодати во время великой скорби. They do not have a protected cadre of evangelists. То есть они не будут иметь вот своей такой особой защищенной когорты, особой защищенной группы евангелистов. And so these are the points I'm bringing out in point B and subpoints 1, 2, 3, and 4. Да, и вот об этом я всем говорю в третий пункт, подпункт Б и подпункт еще с маленькими римскими цифрами. It is typically thought that Dan is the tribe that is going to promote the false prophet. Обычно вот, считают так, что именно из колена Данова произойдет лжепророк. And that does make a lot of sense to me. И мне это кажется вполне вероятным. I also tend to think that that is likely the case. И я склонен думать, что именно так оно и будет. When we get to chapter 13, we will see Antichrist and false prophet. В 13 главе мы с вами увидим антихриста и лжепророка. Antichrist is the first beast, and he's clearly a Gentile. И антихрист — это первый зверь, и он совершенно ясно, что это язычник. The false prophet is the second beast from Revelation 13, and I think he's a Jew. Лжепророк — это второй зверь из Откровения 13 главы, и, по моему мнению, это еврей. And if he's a Jew, then he comes from one of these tribes. И если он еврей, то он должен произойти из одного из этих колен. And the prophecy of Moses in Genesis 49:17 is interesting. И вот это пророчество из Моисея, из Бытия 49 главы, оно очень интересное. Бытие 49:17. Jacob, Yes, Jacob. Простите, пророчество Иакова. Моисей записал? Моисей записал, но как бы Иаков произнес, да. Jacob's prophecy, recorded by Moses in the book of Genesis. Пророчество Иакова записано Моисеем. Dan shall be a serpent in the way, a horned snake in the path. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути. That bites on the horse's heels so that his rider falls backwards. Уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. And the language of the serpent and the snake. И вот этот образ, да, змея, аспида, гадюки, то есть. Is language that makes us think about Satan. То этот сам уже образ наталкивает нас на мысль о сатане. And so because of that, there are many commentators that would connect the tribe of Dan with the role of Antichrist in the tribulation. И поэтому многие комментаторы склонны связывать колено Дана с ролью антихриста во время великой скорби. Okay. And there's some very confusing understandings also. Ну, есть также некоторые весьма такие сбивчивые объяснения. That try to make Antichrist a Jew from the tribe of Dan. Некоторые люди пытаются самого антихриста изобразить евреем из колена Данова. But I think it's better to see the false prophet as a Jew from the tribe of Dan. Но я думаю, что куда логичнее видеть лжепророка евреем из колена Данова. We've already seen in Daniel that Antichrist is a Gentile, he is a Roman. Мы уже прямым текстом видели в книге Даниила, что антихрист будет язычником, он будет римлянином. Make sense? Достаточно правдоподобно. But it doesn't stop some people from trying. They say, well, the Apostle Paul was a Jew and he had Roman citizenship. Но это все равно не останавливает некоторых людей. Они говорят, так и апостол Павел был евреем, но у него было римское гражданство. And I say, okay. Я говорю, Just make it more complicated. Да, давайте, только усложняйте. All right, so stay tuned when we get to chapter 13. Хорошо, оставайтесь на нашей волне, мы еще доберемся до 13 главы. When we see them sealed and protected here in chapter 7, и когда мы здесь в 7 главе видим вот эту печать, вот эту особую защиту на них,
We don't really see what they do necessarily. Мы вообще-то не видим, что они при этом делают. We do see, though, that there are great evangelists. Но, тем не менее, мы видим, что они такие очень значимые евангелисты. Because the folks that they lead to salvation cannot even be counted. Поскольку всех тех, кого они привели к спасению, вот это множество людей в 9 стихе, то вот эту толпу спасенных невозможно даже пересчитать. So these Jewish evangelists are going to have a great evangelism ministry worldwide. То есть вот эти еврейские евангелисты, у них будет потрясающее евангелизационное служение по всему миру. And that's described there in chapter 7. И это описывается здесь в 7 главе. And in chapter 14 we learn a little bit more details about these people. И в 14 главе мы узнаем немножко больше деталей об этих людях. In your notes, I think I labeled them as like a monastic order. В ваших заметках я охарактеризовал их как своего рода такой монашеский орден. And that's because of the description here in verses 1 through 5 of Revelation 14. И это все по причине описания вот этих со 144 в Откровении 14 главе в стихах с 1 по 5. That they appear to be monks of some kind. Кажется, что они вот такие своего рода монахи. And you guys get that? You understand monks? You have monks in Ukraine? То есть вы все понимаете, да, о чем речь? У вас есть монахи здесь в Украине? Да? Okay, see, we don't have very many monks in the United States. Ну, у нас в Соединенных Штатах монахов осталось как-то вообще совсем мало. So maybe I can borrow some monks to take with me back home. Может, я могу у вас пару монахов одолжить с собой, забрать. Can I borrow some Ukrainian monks when I go home? Могу я одолжить пару украинских монахов? They would agree. They would agree. Они согласятся. Ми навіть не помітимо. And probably we will not even notice. Okay, yeah. And in Revelation 14:4 it says, they have not been defiled with women. И в Откровении 14 главе 4 стихе сказано, что они не осквернились с женами или с женщинами. They have kept themselves chaste. Ибо они девственники. And so they don't have marriage, they stay virgins. То есть они не вступали в брак, они, да, сохранили свою чистоту. And they don't tell lies. Они еще и не лгали при этом. Okay, so this is the role of these monks. Да, в устах их нет лукавства. Вот такие вот монахи, такая у них роль. And they sing a song in this chapter too, which is interesting. И они также в этой главе поют песню. Это тоже очень It's интересно. a secret song that only they can learn. Секретная песня, которую только они могут научиться. So I don't know the song. Я не знаю эту песню, Because I'm not a monk. поскольку я не монах. Okay. And that's what these guys are going to learn in the tribulation. И, но вот эту песню вот эти ребята во время Великой Скорби, они выучат. That there are times in the plan of God. Есть такие периоды в плане Божьем. If God has assigned a time of distress to your nation, Когда, например, Бог предопределил какое-то большое потрясение для вашего народа, then perhaps it would be wiser to not get married and raise a family. но и в такой ситуации, в таком контексте мудрее не жениться и не создавать семью. And Paul describes that for his own case and perhaps some others in Corinth. И Павел, скажем так, такой вариант развития событий он предпочел для себя, он также ободряет некоторых людей в Коринфе последовать своему примеру. But that is not described as being normal for everybody at all times. Но это не описывается при этом как нормальное состояние вещей для всех времен. Instead, normal for everybody at all times is to get married and to raise children. Вообще нормальное состояние для вообще людей в большинстве ситуаций это жениться и рожать деток. Because it is not good for the man to be alone. Поскольку нехорошо для человека быть одному. And also, in the ministry, Но также в служении pastors and evangelists and people in ministry, пасторы, евангелисты, люди, задействованные в служении. you need the helpmate for your ministry. Вам нужна помощница для вашего служения. So I know as a pastor, all my reward goes to Sharon. Поэтому я знаю, что все мои пасторские награды, венцы, они на самом деле все идут Шерон. Because if it wasn't for her, I wouldn't be a horrible pastor.
поскольку без нее я был бы отвратительным пастором. Did I tell you already that my wife has seniority on me in the church? Seniority? Seniority, like in work, if you've been there longer, you have seniority at work. We don't have that. You don't have a thing called seniority at work? Okay. Но я не знаю, говорил я вам это или нет, но у моей жены более привилегированное положение в нашей церкви, ну вот в плане как бы организационном. So why? My wife, yes. She was a Sunday school teacher at Austin Bible Church. Она была учителем в воскресной школе в Библейской церкви Остин. And a member before I ever visited. Еще до того, как я эту церковь вообще даже посетил первый раз. And so I met her, and then we got married. Я повстречал ее, мы поженились. Старшинство в церкви. Да? And then I became pastor. И я стал пастором этой церкви. But she has been a Sunday school teacher longer than I've been pastor. Но она была в этой церкви учителем в воскресной школе дольше, чем я был там пастором. She was a Sunday school teacher before I was a member. Она была там учителем воскресной школы еще до того, как я стал членом этой церкви. So my deacons sometimes they joke with me. Поэтому мои диаконы порой надо мной подшучивают. And they tell me that there might come a day that they have to fire me. А они говорят, может прийти тот день, когда придется уволить Боба. And if they ever have to fire me, then they're going to keep Sharon there. И если им даже придется уволить Боба, то Шерон им придется оставить. But that's my deacons being silly. Но это просто мои диаконы всякие. So yes, these monks do not get married. Да, вот это такие монахи, которые не вступали в брак. I thought it was neat when Martin Luther got saved. Я думаю, что вот такая похожая ситуация была, когда Мартин Лютер спасся. And started the Protestant Reformation in Germany. И начал протестантскую реформацию в Германии. The first thing he did was he realized that it's not good for all of these monks and nuns to not get married. Но Мартин Лютер вообще первым делом осознал, что это нехорошая ситуация, что вот столько этих монахов и монашек, им нельзя вступать в брак. Because Martin Luther was an Augustinian monk. Сам Мартин Лютер был монахом Августинского ордена. And the other faculty members at the University of Wittenberg were all Augustinian monks. И все другие члены, так сказать, персонала в Геттенбергском университете были также монахами Августинского ордена. But they all started to get saved and start to study the Bible. Но все они под его влиянием начали потихонечку спасаться, начали изучать Библию. And there was a place there with a bunch of nuns. И было там местечко, где много монахинь было. Like an abbey. Типа как женский монастырь, да, где много монашек. And so they started getting saved. Но и монашки тоже потихонечку начали спасаться. And then they all started picking out. И вот как-то они начали там себе каждый выдергивать по монашке. Okay, you marry him, and you marry him, and you marry me, and you marry me. Так, ты на нем женишься, ты на нем, так, ты на мне, ты на нем. That must have been a very interesting time. Наверное, это было очень интересное время. And they decided we're not in the Catholic Church anymore. И они решили, так, мы уже не в католической церкви больше. So we don't have to be monks and we don't have to be nuns. Поэтому нам уже не обязательно быть монахами и не обязательно быть монашками. And by the way, И, кстати, October 31st. 31 октября. Halloween. Хэллоуин. Okay. October 31st of 1517. 31 октября 1517 года. Is the day that Martin Luther nailed his 95 theses on the church door. Тот самый день, когда Мартин Лютер пришпандорил к двери в церкви в Геттенберге 95 тезисов. And so this is the 500th anniversary this year. Да, уже годовщина 500 лет в этом году. And so all the Lutherans are very excited. И все лютеране очень сильно этим воодушевлены. Всем нам надо праздновать реформацию, конечно же. Anybody that's not Catholic Все, кто не католик, должны праздновать и бить бубен. Should be thankful for the Protestant Reformation. И все должны быть очень благодарны за протестантскую реформацию. My wife's parents are both Lutheran. Родители моей жены оба лютеране. So I get exposed to a lot of this from my mother-in-law and my father-in-law. Поэтому я многое, так сказать, о реформации и о Лютере услышал от, получается, моего тестя и тещи. We're going to pray for my father-in-law too when we leave here.
За тестя моего, кстати, надо помолиться, когда будем уходить. He's going to the hospital this morning for some tests. Он сегодня утром идет в больницу, там какие-то обследования делать. Okay, but it's still not even 7 a.m. yet. Но там еще 7 утра нет. Okay. Any questions on chapter 7? Хорошо, есть ли какие-то еще вопросы по 7 главе? Правильно зрозумів, ці 144 тисячі періоду скорботи, які спасаються, так? So, these 144,000, these are saved people during the tribulation time. Mm-hmm. So, but they are not just saved, they are evangelists, and there are a lot more saved in the end of chapter 7, is it right? Correct. Saved by their ministry. Yes. То есть они не просто спасаются, они евангелисты. И те, кто в 9 стихе, там великое множество, это спасенные через их служение. Как мы это поняли? So how could we understand that this multitude of people are saved from because of ministry of these monks? Well, we see it happening here in this chapter. In chapter 7? Uh-huh. Ну, мы видим в 7 главе это. We see that the people who are getting saved cannot be counted. Мы видим, что вот эти великое множество спасенных, да, их невозможно перечесть. And they're not Jews. И они не евреи. They're from every nation, tribes, peoples, and tongues. Они из всех племен, колен, народов и языков. Okay? But the ones who can be counted are the Jews. Но те, кого можно посчитать, это евреи. 12,000 from 12 tribes. 12 тысяч по 12 тысяч с 12 колен. And so that's how we see the connection here. И вот как мы видим взаимосвязь между этими двумя группами здесь. And why it is that these evangelists need to be protected. И по какой же это причине вот этим евангелистам нужна особая защита? They need to have the seal upon their forehead. Да, у них вот эта особая печать на челах, на лбах. Because they're going to be serving in opposition to Antichrist. Поскольку все эти евангелисты будут служить противостоя Антихристу. And Antichrist has a different kind of seal. И у Антихриста, как вы знаете, там своя уже, другая печать или начертание. He's going to be putting his own mark upon his people. Он также ставит свою отметину на своих людях. On their foreheads or on their right hands. На их лбах или на правой руке. So these are some of the details that we put together. То есть это вот такие детали, которые мы вместе так уже совмещаем с вами. It's also interesting who gives the gospel when there's no believers after the rapture. Но также интересно, кто же рассказывает Евангелие, если после восхищения не осталось верующих? See, my mother led me to Christ. То есть, смотрите, моя мама меня привела ко Христу. When I was 4 years old. Когда мне было 4 года. And she did that because, well, she was already herself, she was a believer. Ну и она это сделала, поскольку уже к тому времени сама была верующей. And normally that's how it happens. И обычно именно так оно все и происходит. The person who led you to Christ was already a believer. Человек, который привел вас ко Христу, в большинстве случаев уже на тот момент был верующий. Probably in normal cases. Обычно, в большинстве, в нормальном сценарии. But imagine a world where there are no more believers. Но представьте мир, где больше не осталось верующих. A world right after the rapture. Мир сразу после мир сразу после восхищения. Because the whole body of Christ is caught up into the clouds. То есть при восхищении все тело Христово восхищено на облаках. All of us together. Все мы вместе. Including me and the person I just led to Christ. Включая меня и того человека, которого я только что привел ко Христу. Okay? And so there's nobody left in the world that is saved. То есть уже никого спасенного в мире вообще не осталось. So who gives the gospel? Итак, кто рассказывает Евангелие? 144 тысячи. This 144,000. But how do they get saved? Но они как спасутся? Ангелы Angels. Angels will seal them. Yes. And we haven't seen him yet. И мы еще там не видели этих ангелов. But there is one very special angel. Но там будет один очень особый ангел. He's going to proclaim the eternal gospel from the mid-heavens. Который будет провозглашать вечное Евангелие прямо с небес. He's going to fly between heaven and earth. Он будет летать между небом и землей. And from the mid-heavens, he's going to proclaim the eternal gospel. И вот как бы с небес в плане вот именно так сказать, с воздушного пространства, да,
сверху, он будет провозглашать вечное Евангелие. And we haven't reached that point yet in the book, И мы еще до этого места в книге не дошли, but that does happen. но это случится. And I agree. I think that's how these 144,000 get saved. И я согласен вот с Олегом в том плане, что именно таким образом, на мой взгляд, спасутся 144 тысячи. Also in chapter 11, we're going to get introduced to two witnesses. И также в главе 11 нам рассказано будет про двух свидетелей. And they're called witnesses. They're also called prophets. А их называют или свидетели, в другом месте пророки их называют. And they're going to have a ministry in Jerusalem. И у них будет служение в Иерусалиме. In fact, they're going to be killed and their bodies will lie in the streets. И вообще говоря, они будут убиты, их тела будут лежать на улицах. And they're going to have a great effect upon the world in their day. И они также сильно повлияют на мир в дни их жизни. And then we have the 144,000. И также вот потом уже будут еще вот эти 144 тысячи. And they are all Jewish Все они евреи, evangelists. все они еврейские евангелисты. And so these three witnesses, I think, are important to understand. И я думаю, что вот эти, нам очень важно понимать вот эти три группы свидетелей. I think there might even be a test question about this. Я даже думаю, что может встретиться какой-то вопрос на экзамене на этот счет. Possible. Вполне You вероятно. might want to remember one angel То есть, возможно, вам стоит запомнить, что есть один ангел, and two witnesses провозглашающий Евангелие, есть два свидетеля или пророка, and 144,000 Jewish и evangelists. 144 тысячи еврейских евангелистов. And because this is what God accomplishes on earth while Antichrist is attempting to conquer the world. И это все через них Бог достигает своих целей на земле, пока Антихрист пытается завоевать мир. Antichrist is busy trying to make the world in his image. Антихрист очень занят тем, чтобы весь мир заточить, так сказать, сделать по своему образу. We saw in Daniel he's going to make a new calendar as he makes changes in times and seasons. То есть мы видим в книге Даниила, что он даже свой календарь создаст, потому что он внесет какие-то изменения в то, как считаются дни, и поры года, и все остальное. And while he's busy trying to remake the world in his image, God is busy getting the gospel to the four corners of the earth. И пока Антихрист занят тем, чтобы переделать мир по своему образу, Бог занят тем, чтобы донести Евангелие во все части мира. And I believe that these evangelists will travel to the four corners of the earth. Я думаю, что именно вот эти евангелисты будут путешествовать во все концы мира. Because in the beginning of the millennium, Jesus will gather all the Jews from the four corners of the earth. Поскольку в начале тысячелетнего царства мы читаем, что Иисус соберет евреев из всех концов земли, всех углов мира. And a lot of these people that get saved will then also be killed. Но и like those who will be saved from their testimony, you mean? Yeah. Да, и очень многие из спасенных по свидетельству вот этих евангелистов будут также и убиты в процессе скорби. But the more that are killed, the more that will get saved. Но чем больше будут умирать, чем больше мучеников будут убиты, тем больше людей будет спасаться. This was the history of persecution in the early church. Такова была история гонений в ранней церкви. The more that Rome tried to persecute the early church, Чем больше Рим пытался гнать первую церковь, the faster the church grew. тем быстрее церковь росла. And I believe that pattern will be repeated in the tribulation. И я думаю, что подобная же закономерность, она будет иметь место во время скорби. Because we see all these martyrs, their souls are under the altar in heaven. Поскольку мы видим вот всех этих мучеников, чьи души под жертвенником, And more that are killed for their faith. и все больше и больше людей будут умирать за свою веру, But more and more are coming to faith. но при этом все больше и больше людей будут приходить к вере. А які перші? Ангели і свідки. До этого мы доберемся. Свитки в 11 главе. Okay? All right, so we're ready for the seventh seal? Хорошо, готовы к седьмой печати? Are we done with our comma? Закончили с нашей запятой маленькой. Our pause, our interlude is over. Наша пауза, наша вставочка закончилась. There's more singing here and other things at the end of chapter 7. Ну и в конце 7 главы там есть еще немножко пения общего. And John has more questions. И Иоанн еще больше вопросов задает.
And just like Daniel, he always has more questions. Ну, как и Даниил, Иоанн, он такой почемучка, у него всегда как бы больше вопросов, чем можно ответить. I suspect it happens in the interval. Я подозреваю, что это произойдет в каком-то интервале, в каком-то затишье. I suspect that these guys all got saved during the first 6 seals. Я подозреваю, что все вот эти ребята, 144 тысячи, спасутся во время 6 скорбей. But it was in between the 6th and the 7th seal that these believers then got sealed and protected for their future ministry. Но я думаю, что именно в промежутке между 6 и 7 печатью вот эти верующие новообращенные будут запечатлены запечатаны для своего будущего служения. Make sense? Достаточно правдоподобно? Kind of how I think of it. Ну, по крайней мере, я так это вижу. Alright, so we get to chapter 8 and we're ready now for the 7th seal. Итак, мы уже к 8 главе переходим, мы уже готовы к 7 печати. And one of the most mysterious verses in the whole Bible Один из наиболее таинственных стихов во всей Библии. is Revelation 8:1. Это стих 8:1. When the Lamb broke the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. И когда Агнец снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. I don't understand. Я не понимаю. Okay? I've never been to heaven, Я никогда не был на небесах. although I am seated at Christ's right hand, positionally. Даже несмотря на то, что позиционно я, конечно, как бы со Христом по правую руку Бога сижу, но That's a positional seating. то есть позиционное мое там восседание имеет место. I have laid up treasures in heaven. У меня там на небесах также мой депозит, мои сокровища хранятся. And I have purchased things from the heavenly marketplace. И я также там кое-что себе приобретаю с небесной ярмарки. But I've never explored heaven looking for any clocks. Но я никогда не исследовал небеса в том плане, чтобы найти там какие-то часы. I'm not sure how to do that. Я не уверен в том, как же это сделать. Also, I've always thought of heaven as being in a different dimension. И также я всегда видел небеса как вообще какое-то другое измерение. It's outside of space and outside of time. Нечто, что вне времени и вне пространства. We can't shoot a rocket through the universe and reach heaven. То есть мы не можем запустить ракету во Вселенную и достичь в конечном счете небес. Because it's beyond the physical dimension of this universe. Поскольку небеса, они за пределами вот физического измерения, времени и пространства нашей Вселенной. It's like we can't dig a hole in the earth and reach hell. Это точно так же, как мы не можем выкопать большую яму в земле и там так укопаться, чтобы добраться до ада. No matter how deep we dig, we never get to hell. Неважно, как глубоко мы копаем, какие у нас крутые экскаваторы, мы до ада не докопаемся. I think the deepest hole ever dug by man is somewhere in Siberia, somewhere in Russia. Насколько я помню, самая глубокая вообще яма, выкопанная когда-либо людьми, она где-то вот в Сибири, в России, да? The deepest hole humanity has ever dug. Самая глубокая яма, которую когда-либо выкапывало человечество. And it's pretty pathetic, small. Ну и она на самом деле еще, она довольно небольшая по размеру. Compared to the crust of the earth and the inner core. Если вот сравнивать ее с земной корой и вот, ну, вообще с... But even so, you can't dig deep enough to get to hell. It's a different dimension. Что там вообще в глубине земли, но даже если бы она была глубокой, вы все равно не можете докопаться до ада. Ад в другом измерении. I was going to mention this earlier in chapter 5 when John was weeping. Как я упоминал это уже ранее в 5 главе, когда Иоанн плакал. Because he was given a vision to be able to look across the dimensions. То есть мы видели, да, перед тем, как Иоанн заплакал, ему было дано особое видение реальности, да, то есть он мог видеть там на небе, на земле, то есть через все вообще измерения он мог просто вот просканировать. When he was looking for somebody worthy to open the scroll. Помните, он искал на небе, земле и под землей кого-то достойного открыть свиток. Do you remember that expression? Помните, да, это выражение? He looked in the heavens and on the earth and under the earth. На небе, на земле, под землей он смотрел. It's a description that's found in other places in the Bible. Такую фразу мы находим и в других местах Библии. I think in Philippians especially, in the heavens, on the earth and under the earth. В Филиппийцах в послании к Филиппийцам мы видим похожее выражение.
на небе, на земле и под землей. Да, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Is that Philippians somewhere? Philippians 2:10. Okay. Филиппийцам 2:10. And it's a way to describe everything. И это вот один из способов, как в Библии описывается вообще все. God's definition of everything is in the heavens, on the earth, and under the earth. А Божье определение всего вообще это на небе, на небесах, на небе, на земле и под землей. I want you to keep that in mind on Friday. Я хочу, чтобы вы это помнили хотя бы до пятницы. Because on Friday, I promised you that we're going to study Revelation 21 and 22. Поскольку в пятницу я пообещал вам, что мы будем изучать Откровение 21 и 22. And I'm going to show you why the dispensation of the fullness of times is so special. И я объясню вам, почему диспенсация полноты времен, она настолько особенная. Okay? And this is part of that description. И вот это вот небо на небе, на земле под землей, это является частью вот этого описания. Because it comes from Ephesians 2:10. И Ephesians 2:10. Да, и вот это к нам пришло вообще из Ефесянам 2:10. Philippians 2:10. And in Ephesians 2:10, no, I'm sorry, Ephesians 1:10. Ephesians 1:10. Да, потому что вот в Ефесянам 1:10 мы видим вот это описание полноты времен. In God's definition of everything, it's different there. И вот устроение полноты времен, вот здесь уже другое Бог дает определение всему вообще. Потому что в Ефесянам 1:10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христовой. In the dispensation of the fullness of times, we have the summing up of all things in Christ. В диспенсации полноты времен мы увидим, что все на небе и на земле будет соединено под главою Христовой. And in this dispensation, there's something different about this definition of everything. И в этой диспенсации уже какое-то немножко другое, отличающееся определение всего вообще в мире. Have you spotted the difference? Вы заметили разницу? So what's the difference? What's missing in Ephesians 1:10? Чего не хватает в Ефесянам 2:10? Под землей. Under the earth. Yeah, there's no more under the earth. Да, нет уже ничего больше под землей. Now it's just in the heavens and on the earth. Теперь все только небесное и земное осталось. Behold, I create new heavens and new earth. И вот все творю новое небо и новую землю, говорит Бог. According to His promise, we are looking for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. И по обетованию Его мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность. That's my call to worship when I start every Bible class. Вот это мой призыв к поклонению, когда я начинаю любое изучение Библии. See what happens at the great white throne as all of the unbelievers and fallen angels are thrown into the lake of fire. И что случится у Великого Белого Престола? Все неверующие, все падшие ангелы будут отправлены билетом один конец в озеро Огненное. And then that whole dimension is sealed off. И все вот это подземное измерение, оно будет запечатано. And then the new heavens and new earth are created. И после этого лишь будут созданы новое небо и новая земля. And the new creation has no more death, no more sin. И в новом творении уже больше не будет смерти, больше не будет греха. And we have some glorious things to consider for the dispensation of the fullness of time. И будет очень много славных разных вещей, о которых мы с вами поговорим, говоря о полноте времени. Очень много славного там будет происходить. So stay tuned for that on Friday. Поэтому оставайтесь на волне, мы доберемся до этого в пятницу. We think of heaven as a dimension outside of space and time. Поэтому мы видим небеса как некое измерение вне времени и пространства. But there was silence in heaven for about half an hour. Но, тем не менее, на небесах возникла тишина где-то как бы на полчаса. And I don't know how to explain that. И я не знаю, как это объяснить. Except, of course, Конечно, кроме такой точки зрения, even though it is beyond space and time, что даже есть, несмотря на то, что вот это измерение вне времени и пространства, there are still finite creatures that operate within it. но можно допустить, что какие-то творения не бесконечные, конечные, так сказать, такие, они там все еще живут и действуют, и что-то происходит. So if angels and humans, if we stand before the throne, То есть, если как бы ангелы и люди предстают пред престолом Божьим,
that is a spatial dimension. То имеет место какое-то пространство, да, какое-то измерение, где есть какое-то пространство. Because we're before the throne, that's a description of space between us and the Потому throne. что мы предстаем пред престолом, да, то есть это уже пространственная какая-то характеристика, да, мы перед ним. If we sing holy, 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 Если мы поем свят, 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 that's a sequence of three holies. то это последовательность трех восклицаний свят. So we still have sequence of before and after. То есть есть все еще последовательность событий до и после. And so these are things I think that we ought to think through when we consider the heavenly dimension. Поэтому я думаю, что вот об этом нам надо помнить, когда мы пытаемся себе представить небесное измерение. Because although we have eternal life, Поскольку хотя у нас есть вечная жизнь, which never ends, которая никогда не закончится, we are still finite beings of sequence. мы все еще не бесконечные, но конечные творения, и мы живем, события в нашей жизни происходят в какой-то последовательности. As Jesus breaks these seals, he's breaking them in order. То есть, когда Иисус снимает эти печати, Он снимает их по порядку. And seal 1 comes before seal 2 comes before seal 3. Печать первая, она снимается перед второй, и вторая снимается перед третьей. And he's opening them in a sequence. И Иисус их открывает по порядку, в определенной последовательности. So as we observe the passing of a sequence, we are observing something that we could think of in terms of time. И поэтому, когда мы видим вот эту определенную последовательность событий, то уже мы как-то можем мыслить о некой форме времени. Okay. And that's as much philosophy as I want to get into today. И это вот самое такое глубокое погружение в философию, на которое я готов согласиться сегодня. Otherwise, we have to start going into the philosophy of time. Иначе нам придется погружаться вообще в глубины философии времени, и там мы утонем. And we don't have time for that. И у нас нет времени, тем более, на это. Okay. The seventh seal is broken, and a time of silence was observed before the next stage of wrath is unleashed on the earth. Итак, седьмая печать снята, сделалось безмолвие на земле как бы на полчаса, перед тем, как гнев был излит на землю. And we see 7 mighty angels that come with 7 trumpets. И мы видим, как 7 ангелов появляются, и дано им 7 труб. And they're called 7 angels who stand before God. И они названы 7 ангелов, которые стояли пред Богом. This is part of the legends that developed about 7 archangels. А вот эта вот часть, как бы, это тот отрывок, на основе которого разные легенды формируются о 7 архангелах. Of course, there are myriads and myriads of angels. Конечно, ангелов мириады, их огромное количество. They all reside in the heavenly dimension. И все они пребывают там в небесном измерении. But there are 7 who stand in the presence of God. Но есть 7 из них, которые стоят в присутствии Божьем, пред Богом. These 7 are in the closest proximity to God. 7 из всех ангелов, лишь 7 находятся в самом близком доступе к Богу. In Luke chapter 1, we read about Gabriel. В Луки 1 главе мы читали про Гавриила. And the father of John the Baptist. И Father of John the Baptist. Отец Иоанна Крестителя. Do you remember the story of Zacharias the priest? Помните историю Захарии священника, да? And Gabriel tells him that he and his wife are going to have a baby. И архангел Гавриил говорит Захарии, что вот у него и его супруги Елизаветы будет ребенок. And Zacharias has no faith. И Захария не очень-то в это верит. He says, "How can this be? Он говорит, как такое может быть? I am an old man and my wife is an old woman." Я уже старичок, и жена моя старушка. Okay? And Gabriel says, "I am Gabriel." И Гавриил ему говорит, алло, я Гавриил, Who stands in the presence of God. предстоящий пред Богом. And I think that's an extraordinary statement. Я думаю, что это потрясающе, очень необычное утверждение. And I would link that text to what we're seeing here in
chapter 8 and verse 2. И я бы связал вот этот текст с тем, что мы видим в Откровении 8 главе 2 стихе. Because there were only 7 of these angels that stand in the presence of God. Поскольку лишь 7 из ангелов, они стоят пред Богом, стоят в Его присутствии. Gabriel said he was one of those. И Гавриил, тогда Захарий сказал, что я один из них. All right. Then another angel's going to come. Oh, by the way, Кстати, that story with Zacharias. вот эта история с Захарией. Shortly after that, Gabriel goes to talk to Mary. Вскоре после диалога с Захарией Гавриил идет что-то передать Марии. And he tells Mary she's going to have a baby. И он говорит уже Марии, что у нее будет ребенок. And she asked almost the exact same question. И Мария задает практически тот же самый вопрос. She said, how can this be? Она говорит, как же это может быть? Almost the exact same question. Практически тот же самый вопрос. Zacharias said, how can this be? И Захария тоже спросил, как же такое может быть? Because I'm old and my wife is old. Сколько я уже старый, и жена моя тоже уже пожилая. Mary said, how can this be? Мария сказала, как это может быть? Because I'm a virgin. Я еще девушка совсем. Virgins don't get pregnant. Девушки, девственницы обычно не беременеют. And I think it's interesting. I wish the Greek manuscripts could include a tone of voice. И я думаю, что это интересно. Я бы хотел, чтобы в греческих рукописях как-то можно было передать вот тон голоса. Because I believe Zacharias asked his question with no faith. Потому что я думаю, что Захария свой вопрос задал вообще без всякой веры. Very negative in his question. Типа, вот очень негативно такое. Да как такое может быть? How can this be? Как такое может быть? Okay, but Mary was very positive in her question. Но, наверное, Мария все-таки была более позитивна в этом вопросе. Believing everything Gabriel had said. Веря всему, что сказал Гавриил. And in her faith and in her wonder. И вот она верила, и она была в изумлении. She says, how can this be? Как будет это? Интересно, типа, да. So it's so interesting. Yes. Да. And so she is believing when she says these words. То есть она верит, когда она вот все эти слова говорит. All right, so that's extra for you guys. Это вот как бы это такой бесплатный бонус. All right. No charge, you can keep that for free. Да, как бы отдельного гонорара не надо, можете себе бесплатных. And you can preach that in your next Bible study. Можете проповедовать об этом на своем следующем изучении Библии. Okay, we're ready for 7 trumpets. Так, мы уже готовы к 7 трубам. And in your notes, I give some points here on these angels. И в ваших заметках я тут привел несколько информации по ангелам, They stand in the presence of God. They get to blow 7 trumpets. стоящих перед Богом, которым доверено 7 труб гнева. If you believe what you can read in the Apocrypha. Если вы верите тому, что там написано в апокрифах, In 1 Enoch chapter 20, we have their names. то вот в 1 Еноха, 20 главе, даны имена этих. I don't believe the Apocrypha. Я лично апокрифам не It верю. doesn't belong in the Bible, Они к Библии не относятся. but it's kind of curious to me. Ну, довольно любопытно для меня. Their names are there: Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sarakel, Gabriel, and Reniel. То есть тут даны такие имена: Уриэль, Рафаэль, Рагуэль, Михаил, Саракаэль, Габриэль и Ремиэль. Who knows? Кто знает. Okay. I think Raphael was a Ninja Turtle. Чертил? Я думаю, Рафаэль это черепашка-ниндзя. И Михаил, он Микеланджело. And also Микаэл. And Michael and Raphael. Да. Yeah, Donatello, Донателло, да, Михаил, Leonardo. Леонардо, Рафаэль. Okay. And then, of course, Gabriel used that description in Luke 1:19, standing before God. Ну и, конечно, Гавриил использует вот это описание, предстоящее пред Богом в Луке 1:19. Okay, and then there's an 8th angel who gets to add extra incense to the bowls. И вот еще 8-й ангел, он вносит дополнительные благовония к чашам. Remember the angels that had bowls full of incense? Помните, у ангелов там были уже золотые чаши с фимиамом. And that incense was what? И фимиам был что? Prayers. Prayers, that's right.
Да. And what happens if we don't pray enough? И что случается, если мы недостаточно молимся? Они пустые. They are empty. Yeah, except God, in His grace, He adds extra incense to our prayers. Если только Бог по своей благодати не добавит, так сказать, не поддаст фимиамчика в нашей молитве. Remember, the Holy Spirit prays on our behalf. Помните, Дух Святой молится за нас. With groanings too deep for understanding. Словами неизреченными. Because we don't always know what to ask or think. Словами и вздохами неизреченными, поскольку мы порой сами не знаем, о чем думать и о чем молиться. And we don't always know how to pray as we ought to pray. И мы не знаем, не всегда знаем, как нам молиться, как нам нужно молиться. You're familiar with that? Romans 8. Знакомы с этим отрывком в Римлянам 8 главе? Plus, God, when He answers prayer, И также Бог, когда отвечает на молитвы, He always answers exceeding abundantly beyond all we could ask or think. Он всегда отвечает преизбыточествующим образом. Он всегда отвечает намного больше, дает намного больше, чем мы просили. That's Ephesians. Это послание к Ефесянам. Тому, кто... Ну ладно. So here we see Him adding incense. То есть, ну и здесь мы видим, как Господь подбрасывает фимиам. So He can add it to the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. Да, то есть и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. And then the angel takes the whole thing and he throws it down to the earth. И потом взял ангел кадильницу, наполнил огнем из жертвенника и швырнул это все на землю, поверх на землю. That's not good. О, это уже нехорошо. That's going to cause problems on planet Earth. Вот тут уже на планете Земля это приведет к проблемам. It says in verse 5, the angel took the censer, filled it with the fire of the altar, threw it to the earth. Да, в стихе 5 говорится, взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем из жертвенника и поверг на землю. And there followed peals of thunder and sounds and flashes of lightning and an earthquake. И произошли гул, голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. And then the 7 angels, they line up and get ready to sound their И trumpets. 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. I wanted to play a trumpet. Я хочу поиграть на трубе. All the trumpet players were all the cool people. Да, все, так сказать, трубачи, с которыми я сталкивался, были очень крутыми людьми. And they had all the pretty girlfriends. В школе у всех трубачей были самые красивые девушки. So I wanted to play the trumpet. Поэтому я хотел играть на трубе тоже. My parents said no. Но родители мне сказали, нет. Instead, I had to play the clarinet. А вместо этого он играет на кларнете. Because my dad already had a clarinet from when he was a child. Поскольку у моего папы уже был кларнет еще с его детства. And so he could pass the clarinet down to me. И он хотел этот кларнет передать мне по наследству. Because that was cheaper and we didn't have to buy a new trumpet. Поскольку так было дешевле и не надо было покупать новую трубу. So I played the clarinet. Поэтому я играл на кларнете. Okay. I'm over it now though, I'm good. А? I'm over that now. Да, но я уже пережил это. Я прошел через это. Да, со мной уже все хорошо. So now these cool angels line up with their cool trumpets. И вот теперь эти крутые ангелы, все такие подтянутые, накачанные, встали в рядок со своими трубами. And they're ready to blast those trumpets. И они готовы как дунуть в них, как задудеть. And this is where we're going to have to pick up tomorrow morning. И вот с этого мы начнем завтра утром.